Всем привет, с вами профессор Березовский. И нет, это не новенькая лекция по Call of Duty Mobile. Друзья, я долго думал записать катку, какой-то геймплей и все вам рассказать. Но потом в последний момент, в общем-то, я решил вот так вот устроиться по кайфу в кресле и спокойно обо всем вам разложить по порядку. Итак, друзья, в последнее время достаточное количество новостей накопилось, и я, как уже сказал, решил просто спокойно, глядя вам в глаза, все рассказать. Значит, по порядку, я себе тут наметил. Первое, ребят, пожалуй, самая главная новость на моем канале на сегодняшний день. Да, мы это сделали. Мы прошли рубеж в 20 тысяч подписчиков. Друзья, я вам просто премного, огромнейше благодарен за каждый ваш комментарий, за каждый ваш лайк и за каждую поддержку, которую вы мне оказываете в любом виде. Либо лайк там, да, кто-то донатики скидывает по-разному. Но я абсолютно каждому одинаково благодарен. Друзья, без вас бы ничего не получилось. Я правда помню те времена, когда было первая сотня подписчиков, 500, 1000, да, там первая пятерка тысяч. Помню первые ролики с этими катками и так далее, с китайским микрофоном за 1500 рублей, да, с чудо-голосом ребенка 14-летнего там и так далее. Когда все удивлялись, когда были мои первые стримы, приходили в чат, писали: «Оба-на! Типа, Березовский, а как-то... А я вообще тебя по-другому представлял, как школьницу там 12-летнюю, да, по голосу и так далее». Эх, друзья, да, были времена, правда, такая прям ностальгия. Я еще раз говорю, я просто премного вам благодарен, я уверен, дальше больше. Позади остаются все хейтеры, которые вообще есть, потому что, по факту мы обгоняем всех хейтеров, которые допускают какую-то желчь из себя, в общем-то, изрыгивают. Вот, поэтому по факту мы просто как ракета движемся вперед, мы с вами красавцы. Еще раз просто огромное спасибо, знаете, даже, наверное, вот так вот жму каждому руку, каждого обнимаю. Ребят, огромное вам всем спасибо за это, конечно же. Дальше будет больше, я уверен. Дальше, ребят, вторая новость на моем канале. Я наконец-то, немножко позадротив королевскую битву, все-таки смог апнуть урон более 2000. Ребят, что такое средний урон? Я сейчас вот на экране у вас появится скриншот моей статистики. Что такое средний урон? Поясняю. Можно провести кучу там 1100-500 боев в королевской битве. Можно занять из них там все 100% топ-1, например, да, понятно. Но, ребят, можно в королевской битве занять топ-1 без скиллов. То есть в крысу, например, там, летая на вертолете, используя какой-то баг, да, чтобы никого вообще не убивать. Либо, в общем-то, ребят, можно, не имея скилл, занимать топ-1, например, там, на мастере-ловушечнике, просто затариться в здании и ждать всех тупо вот так вот. То есть смысл в том, что средний урон, он показывает, насколько активно вы рашите, он показывает ваш скилл, как вы убиваете активно и сколько вы убиваете. Потому что, например, смотрите, допустим, у челика, да, 100 хп, вы убили 10 человек, это 1000 урон за катку. То есть, если 100 хп, если 150, то получается 1500 за катку урон. Вот, то есть в среднем, получается, за катку надо убивать, скажем, около 20 человек в среднем. Я не говорю, да, это рекорды какие-то, это в среднем. Около 20 человек за катку, чтобы был урон примерно 2000. Где-то вот так вот. Примерно. Я там не буду сейчас подсчеты вести и так далее. То есть средний урон показывает вашу скиллуху, ваш активный раш, насколько много и как вы убиваете игроков в королевской битве. Поэтому лично для меня эта цифра довольно большая, из-за того, что я всегда говорил, я не киберспорт, ребят, ни в коем случае. Я играю объективно средне, то есть не супер хорошо, но и неплохо, не как нуб, средне. И для меня эта цифра как бы классная, она показательная, потому что я смотрю ребята, которые пытаются как-то петушиться в интернете, то есть они говорят: я круче, я тебя порву, разорву, там, да, там, го 1 на 1 и так далее. Я смотрю на их средний урон в королевской битве, там, 700, 800, 1000. Ребят, всегда смотрите на такую статистику. Вот, и когда вам, откровенно говоря, вам ссат в уши, типа, что кто-то круче и так далее. Я имею в виду, когда кто-то с кем-то петушится. Смотрите на средний урон, реально, как человек отыгрывает. Вот и все, это будет показательно. Поэтому вот новость, собственно, я наконец-то смог апнуть средний урон выше 2000. И это очень круто. Это, реально, вы просто посмотрите на статистику многих игроков. Это очень круто. Вот, такие дела. Дальше, ребят, третья новость.
Давно уже меня просили, уже, я не знаю, ну месяца 3 точно, то есть реально очень давно, а может 4 месяца, если не больше. И наконец-то это свершилось. Мы вчера, значит, с моей командой, с моими ребятами, с моими братюнями буквально за один вечер организовали академку. Академ-состав моего клана. Ребят, сразу говорю, да, в основу набора никакого нет. Потому что в основе только приближенные ко мне люди, которым я доверяю на 100%, в которых я уверен, за которых я готов головой поручиться, то есть которые реально меня не подведут. И это действительно мои люди. Это основа на все 100%. Каждый из них, я в каждом уверен. И я не про скилл говорю, а про человеческие качества, то есть про адекватность, да, там и так далее, что они за спиной не будут ничего делать и говорить, не уйдут там, да, куда-то. Я имею в виду, там, не скажут, типа, ой, все, до свидания, я в другой клан, типа, вот такого не будет. А вот академка, ребят, за нее будут отвечать, значит, мои замы. Ну, то есть именно по академке. Я ники оставил себе в Дискорде, там все вы информацию найдете. Значит, академка именно от моего имени. Если вы давно хотели попасть как-то около меня, то есть вроде бы быть под моим крылышком, да, но в основу, как я сказал, набора нет. Вот, ребят, академка. У вас будет тег клана, у вас будет фирменная аватарка, вы будете в клане на 65 человек, который, ну вот именно в игре. Мы будем вместе отыгрывать частенько, потому что я, когда захожу в катки, я зову как? Сначала смотрю из основы, кто есть. Если нет онлайна, либо, например, если мы идем в 5 на 5 катку, в сетевую игру закрытую, я сначала по основе клана прохожусь, а потом зову из клана. То есть кнопочка, да, в игре есть друзья, а есть кнопка клан. И из клана всех приглашаю. Поэтому, если вы хотите также, да, с нами отыгрывать весело, то, пожалуйста, you're welcome. От вас требуется, ребят, желательно возраст 16+. Если вы адекватный человек, то я сделаю, естественно, точнее, мы сделаем, естественно, исключение в пользу адекватности, вопросов нет. Вот. Второе, значит, от вас требуется минимум 300 очков активности в неделю. Если вы готовый, ну, такой активный чел, то тоже, пожалуйста, you're welcome. Ну и третье, это с вами отыграют пару каток, если вы более-менее здраво играете, то есть не просто как нубяры, типа, да, там, будете сливаться даже ботам, а просто вот вы адекватно, нормально играете, в принципе, умеете нормально играть, то, пожалуйста, вам дорога открыта. Все заявки рассматриваются, да, все вступление в академку через Discord. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии к этому ролику. Поэтому, если хотите, вступайте, пожалуйста. Вот я буду только рад буду, если вы вступите в клан, да, и будете проявлять свою адекватность, активность и так далее. Такие дела. Поэтому вот академка, собственно, объявляю ее открытой. Набор открытый. Уже есть там, по-моему, 5 человек, что ли, сколько, как-то так. Вот, как-то, ребят, в общем, так. Дальше, смотрите, еще вот такой по академке, еще моментик. Вы должны будете поставить аватарку через Facebook, то есть тоже имейте в виду, у вас должна быть привязка к Фейсбуку, чтобы у вас все это было. Вот такие дела, ребята. Дальше, 4-я новость, следующий, переходим. Значит, близится, ребят, Новый год, да, для всех это праздник, все ждут чего-то, ну, каких-то розыгрышей, да, каких-то подарков, каких-то ивентов, может быть, от самой игры, да, от меня тоже розыгрыши там и так далее. Плюс мы под Новый год как раз-таки, да, вот прошли отметку в 20 тысяч, за что еще раз я вам благодарен. Эти два события в совокупности дают от меня какое-то ожидание, да, что я должен что-то организовать. Сразу скажу, я не хотел организовывать какой-то пустышный, абсолютно никому не интересный розыгрыш, типа поставь лайк, комментарий, выиграй там 100, не знаю, 500 и так далее. Я, значит, решил устроить новогодний турнир просто планетарного масштаба. Сейчас расскажу поподробнее попозже, о чем он вообще и с чем. С денежными призами, значит, вот, будут денежные призы за места. Ну, естественно, призовые, 1, 2, 3. Будут денежные призы в королевской битве за киллы, кто больше накилляет, тоже по 3 местам. То есть 1, 2, 3, но за убийство. Потому что в королевской битве можно занять топ-1, но без убийств, да, и как бы... А ребята могут там накилять 15 киллов, например, топово отыграть, но не повезло, и они не займут топ-1. Короче, ребят, по киллам тоже будут призы. В общем, в чем суть? Смотрите, турнир провожу по 2 направлениям, 2 категории. Первое — это сетевая игра, второе — королевская битва. Сетевая игра. Проводим отдельно на всем оружии, на любом, то есть там можно и гранаты, и растяжки, и все. Там автоматы, штурмовки, и винтовку там можно брать, все что угодно. Второе направление сетевой игры, ребят, я сделал
турнир специально only для снайперов. То есть без мин, без, да, этих растяжек, без гранат, без навыков оперативников и прочее. Only снайпа, only скилл на снайпе и все. Специально для тех, кто снайпер, чтобы им тоже было покайфовать, так сказать, да, и тоже будут места за это. Это вот сетевая игра, там вот так все будет. 64 набор, 64 игрока, и будет, соответственно, по турнирной системе, по турнирной сетке. Вот, там все правила, все в Дискорде есть, короче, кому интересно, залетайте. Дальше, направление Королевская битва. Будут отдельные турики в соло, отдельный турик в парах и отдельный турик в сквадах. То есть 3 отдельных полноценных турнира, ну то есть катки, грубо говоря. Вот, где в каждом из которых будут свои места, 1, 2, 3. И плюс, как я уже вначале сказал, будут места по киллам. То есть кто больше накилляет, да, 2 место, 3 место. Вот так вот. Все это будет разыгрываться по денежным призам, по местам. Максимальный выигрыш там 1000 рублей. Но, ребят, сразу говорю, все идет из моего кармана, все финансирование. Никого не прошу там помогать и так далее. Потому что, во-первых, денежные призы не уж не такие большие. Ну, давайте объективно, да. А во-вторых, если бы я бы просил бы спонсоров, то есть, ну, привлекал бы, то денежные призы были бы больше. Вот в чем прикол. То есть было бы там 3000 за первое место, например, там 5000 и так далее. Поэтому это первый мой опыт. Я хочу попробовать именно себя в этом направлении, как стримера, да, именно комментировать турнир и организаторские свои способности проверить, насколько мне будет легко это все или тяжело, да, организовать и так далее. И все-таки посмотреть, сколько это затянет ресурса, время и денежных затрат. Вот такие дела. Поэтому так по факту, если посмотреть, то да, вложения довольно большие, но это опыт, ребят, это опыт. Поэтому приглашаю всех на регистрацию своих турниров в сетевой игре и в Королевской битве. Все, опять же, в Дискорде, ссылка в описании и в закрепленном комментарии будет. Такие дела. Ну, как-то так, ребята. В общем-то, такие новости. То есть 20-очку мы преодолели, за что вам просто душевнейшее спасибо. Прям вот жму вам руку, да, там. Огромное спасибо. Наконец-то апнул урон выше 2000, академку открыли и вот, собственно, турик. В общем, все я вам рассказал, так спокойно посидели по душам, поболтали. Если какие-то вопросы задавайте в комментариях, и вы знаете, я на каждый комментарий отвечаю, каждый комментарий лайкаю, сердечко ставлю, поэтому у нас с вами полное взаимодействие, полный коммуникейшн. Вам огромное спасибо, что посмотрели этот ролик. Огромное спасибо, что смотрите предыдущие и последующие будете смотреть. Огромное вам спасибо за поддержку, за душевные лайки, комментарии на стримах, прям разговоры обо всем, за все вам спасибо, ребят, за все спасибо, душевно. Поэтому всем огромное еще раз спасибо, всем до новых встреч и давайте, ребят, удачи, пока-пока.